Здравствуйте, товарищи! Сегодня будет необычное видео, оно будет комбинированное и по экзоскелету, и по Делариану. Ввиду последних событий тестами было выяснено следующее, что системе необходима амортизация. Ну и есть еще небольшие печальные такие новости, связанные с коронавирусом, опять же, с этим же гребаным. Долбаные китайцы, слабенькие здоровенькие, уже к нам эту штуку принесли, как я понял. Вот. Значит, Алиэкспресс просто перестал высылать посылки, и вообще тишина на сайте, они даже деньги не возвращают. С чем это связано? Ну, видимо, с этим. Они там, как говорят, некоторые под домашними арестами даже сидят. Их не выпускают ни на работу, никуда. Но это не важно. Важно то, что мы пока не можем продолжить работу, потому что 2 посылки у нас до сих пор на почте, и до сих пор они не дошли. То, что дошло, мы поставили распределители. Как-то я ногой, да, показал, не очень хорошо. Нормально. Мы поставили распределители, мы проверили, протестировали, поставили дросселя. В принципе, все работает, система рабочая. На самом деле, единственное, что можно здесь отметить, не хватает все-таки системы амортизации. Потому что при ходьбе ты чувствуешь его жесткость, поэтому необходима система амортизации. Про систему амортизации я не знаю, задумывались ли кто-то вообще когда-нибудь или где-нибудь, в каких-нибудь институтах, я не знаю, в военных разработках. Что-то я такого подобного не видел ни разу. Все делают на жестких шарнирах, ну или практически все. Может, я чего-то не знаю. Не знаю, но при увеличении веса эта проблема становится более актуальной, потому что человек – существо мягкое, а скелет, естественно, это вещь твердая. Поэтому пока мы в долгий ящик не откладывая, пока он здесь висит себе спокойно на месте, у нас есть Марк 1 экзоскелет, на нем мы будем экспериментировать. Мы попробуем сделать компактную систему амортизации для каждого сустава и сочленения. Вот. Протестим ее. Естественно, это мы все покажем. И потом будем двигаться дальше. Дело в том, что брать просто пилить и делать сразу на месте на этом экзоскелете, ну это кощунственно, потому что не зная еще технологии, не зная из чего мы будем ее делать, и не зная, как она будет работать, портить его я не хочу. Поэтому у нас есть еще один экзоскелет, на нем мы будем экспериментировать. Грубо говоря, скажем так, что у нас есть почва и полигон для экспериментов. То есть, по идее, все наши видео, они связаны в одно. Все видео посвящены теме, как построить экзоскелет правильно. Потому что многие в комментариях говорят: ой, вы сначала делаете одно, потом делаете другое. Нет, ребята, мы делаем все в одном. Мы экспериментируем на одном, применяем на другом. То есть получается общая технология экзоскелетов на примере нескольких моделей. Да. Каждая демонстрирует свою часть разработки. Именно. Потом все эти части разработок соединяются в каком-то одном следующей модели. В следующей модели. Все правильно. Пока до модульности мы еще не дошли, Марк 8 еще пока в долгий ящик немножко отложился, потому что ни средств, ни возможностей, ни ресурсов на него просто нет. Спонсировать никто не хочет, да и мы не особо хотим просить, если честно. И не будем просить, потому что надоело. Следующее видео вы, наверное, увидите, уже опять будет посвящено Марку 1, потому что на нем мы будем отрабатывать новую технологию спины несущего модуля вот этого, который тазовый, потому что там мы решили от этого отказаться, потому что во всех моделях практически, сколько я видел, везде одинаковый модуль. Но там такого не будет, там будет применена новая технология. Мой коллега продолжит. Недостаток Марка 5 был в том, что несущая ось спины идет дальше, она сдвинута назад по сравнению с несущей осью ног. Из-за этого идет перекос тазового модуля. Здесь он идет вниз, а здесь вверх. У большинства экзоскелетов подобного типа такая проблема присутствует. Для ее решения мы придумали новую технологию, где позвоночник будет реализован совсем иначе. Не так, как это было сделано во всех предыдущих моделях. Но мой коллега показывает на примере Марка 4, потому что у нас просто пока здесь других скелетов не висит. У этого такой проблемы нет, потому что это капсула. У нее разнесен вес правильно и нагрузки
со спины тоже правильно. Да, потому что здесь есть передняя часть. У Марка 5 не было передней части. Топтаться-то топчется нормально. Ну, система еще не замкнута, потому что носка еще не хватает распределителя на носке. Тот воздух, по идее, еще и в носок будет уходить. Вот, сделал себе такой прибор для удобства, резкий распиливания профиля. Можно резать на столе, можно резать на весу. Удобно, ничего держать не надо, болгарку. Все элементарно работает. Типа третья рука, как мы любим на газлифтах. Все работает, все держится, все ровненько отпиливает. Ручечка на отвертке. В общем, да куда ближе, скажи. Две степени свободы. Боковые резы, чтобы делать по диагонали. И, естественно, опускание, поднимание. Вот начинается реанимация старого двигателя, который стоял около 5-6 лет, наверное, без запуска. Вот вы можете увидеть. Сейчас мы наливаем бензин, фильтр наливаем бензин. Радиатор уже поставили, как вы можете видеть, покрашенный на место заклеенный. Покажу чистую коробку. Коробку мы поставили. Все на место. В камеру мы залили бензин, карбюратор. Сейчас ищем дозатор, который я снял и ставил себе на Volvo, но мы его как-то не можем найти. Пока придумали вот такой тройник поставить сюда. С тройником теоретически тоже должно работать. Ну, посмотрим. Свечи сейчас мы вкручивать пока не будем. Мы засунем туда эндоскоп и посмотрим, в каком состоянии там наши замечательные кованые поршни. И в каком замечательном состоянии наши замечательные стенки цилиндров. Вот. В принципе, все. Ну, да, рыбу долго снимать. постоять. суем эндоскоп. Ну давай, блин, а. Пихаем его. А у тебя кинет второй перчатки? Есть, она в кармане. Как много соплей в этом видео. А, Назальных. назальных соплей. Ну опять ключ холодает, блин. Уже не так, как вчера, конечно. Сейчас я запись хочу. Ах ты, елки. Ну, ёпарасоте, что? Че ты там созрел? АПП Evaluation, блядь. Ну-ка выплевывай. Чё, ты, блядь, не- экран замерз. Не реагирует. Не знаю. Ох ты, ёпарасоте. Он еще и не отвечает. Подожди. Но в этом я уже видел. В этом тоже какие-то отложения есть, смотри. Видишь? Ну, в принципе, масла там нет. Значит, все хорошо. Значит, все-таки колпачки были виноваты. Суем во второй цилиндр. Смотрим стенки. Больше отражается, да? Нет, как бы Не, все ну, видно. нормально будет. Не, ну это нормально. Есть какая-то ржавчина по бокам. Сейчас
Мы его выгоним немного. Давай, Сережка, ты суй потихоньку. Давай посую. Сильно не надо, вон мы видим отложения, да, какие-то, блядь. Давай. Близко слишком суешь. В принципе, для 5 лет простоя это нормально, мне кажется. И состояние у них охуительное. Ты секосный чувак, я вижу. Никто устоять перед тобой. Тварь ебаная! Антифриз, конечно, немножко есть. Я усмехался немножко. Усмехался. Но стенки-то заеб... Ну, стенки, блядь, да, в антифризе хуй в зеленом, блядь. Кристаллы, блядь, налипли нахуй. Плохая идея курить на заправке. Не делайте так никогда. Так как мне все равно. Не, все равно. Я похуй, да? Опа, смотри. А у нас дозатор-то худой, по ходу дела. Смотри. А у нас худой дозатор-то, блядь. Ну, поправиться, Я может тут быть, еще. сверху налил так? Отвалите, а. Нет, я не сверху налил, худой дозатор, блядь. Из-под него хуячит. Ну, мы его этим герметиком залепим. Не залепится. Прям вот это весело в герметику катаем. Чё, яйца потравить? Это плохо. Я думаю, почему я так машину много жрала, блядь? А оказывается, дозатор худой. На двигатель на спирту делать. Силами алкоголиков. Что получается? Залили сейчас, короче, бензин. 98-й бензин. Фильтр залили. 98-й бензин. Да, вот это, как эти херотень называется? Дозатор. Дозатор, да, что-то из башки вылетело. Вот у него тоже залили, он, походу, у нас немножко бежит. Либо это просто перелили, как бы. Что тоже, мне кажется, больше вариант. Сейчас. Аккуму ставить. Свечи. Bosch Platinum. 2 новых, 2 немножко как бы уже использовались. Ну, Но свеча, в смысле, такая, что у них искра как у сварки, блин. Нормальные свечи. да, Я там, еще блин, в давние фейерверки времена- можно устраивать, В блин. давние времена я их покупал. Сейчас все жалуются на Bosch говно. Но эти свечи куплены, наверное, лет так 7 назад. Наверное, как-то так. Понятно, перчатки ушли. Все так холодно, что-то как-то стало. Резко. Ну, так вечереет. Давайте так на быстрой промоточке. Бррррк, и все. А что не жаловаться на китайский Bosch? Я буду рассказывать. Ну-ка, давай-ка, Буди, рассказывай. Чай с малиной, да, наверное? В кружечке-то. Скажешь, когда. Так я снимаю давно уже. Да? Да. В принципе, Блин. состояние цилиндров вполне приемлемое для 5 лет простоя. На видео это все видно. Поршням ничего так не слышно. Конечно, видно, блин. А вот мистер Ворчун. Мистер Пиздун снимает. Самое главное это не это будет. Сейчас я все вкручу, все поставим. Потом первый запуск. Это будет интересно. Потому что этот мотор не заводили 5 лет. Ни разу
И никогда. Что значит ни разу никогда? Все-таки чай с малиной решает. Кружечка такая, да. Чай с малиной просто очень хорошо решает. Ничего нет лучше, чем чай с малиной. Чай с малиной. Чай с... Какая-то ебаная песня. Ну только не жри ты это, а? Блять, придурок. Чего решил? Ну, палец съел. Ну, в смысле, это, от перчатки. Ну все, надо идти за километром. Доза. Доза для наркомана. Бензиновую. Вот карбюратор. Да. Мне что сначала акуму принести. Пускай она там будет. Винца залить. Бороться? Трус. Все печенье сожрал, блин. Автомобиль будет запускаться с отлёткой. Нанотехнологии. Или кто они там? Ремонт и технологии, да? То есть как все пизданет тут, блин, в автомобиле. И сразу назад в будущее. Ну как вам? 5 лет простоя, блядь. Вот такие автомобили раньше делали, не то что сейчас, блядь, говна. А фары горят? Это дневные ходовые. Вот. Чего? Гордись до пенсии. Да мне, чё До пенсии будет здесь стоять на. Вот собака лезет. Классно все. Ну вот там вот какой-то дым идет, ну все, видать, обгорает. У меня одна это сломалась. Держалка глушака, которая там скобы. Ее надо подварить, поставить. Не надо антифриз. Однако. Вон у тебя стоит. Где? Вот и ладно, так. Там тосол. Какая нахуй? Ну, в принципе, да. Вот так вот. Первый запуск. И все. Зашибись. Соплей намотали на кулак. Ну и ладно, что это замерз сильно? Ну ты-то, блин, Завели, что под дальше? допингом. Все, сама поедет. Куда? Куда-нибудь. Ехать некуда. Вертолет надо делать. Летело. Да, чтобы выехать-то отсюда. Похуже. Похуже. 5-6 лет прошло, а бензин работает. 98-й бензин, ребята. Из глушителя ничего не плюется. Все полностью сгорает. Собираемся сделать комплект короткого хода круиз. Будет одно видео.
забыть, да, ломать все. Смотрите-ка, как это странно и смешно. Как я понял. Так как у нас есть эта штука в запасе, в принципе, эту можно, если что, испоганить. Поэкспериментировать, так скажем, о ней. Вот. Я думаю, страшного ничего не будет, что мы немножко укоротим ход. Наоборот, будет только лучше. По крайней мере, я так думаю. Вот как вы видите, машина работает. Заводится с полтыка. Коробку поставили, привода прикрутили, укоротили кулису, она работает. Ход стал немного короче, но не так, как бы хотелось, конечно, но все равно короче. Немножко тяжко, пока еще не приработал. Что еще? Фильтр пока так, я вот фильтр есть, все на месте, видите, работает мягко. Прогревается. Дождемся, когда включится вентилятор. Вообще в планах это глушитель. Глушитель еще не сделали. С одной стороны крепление глушителя отвалилось, там такие две скобы, которые его держат. Одно сломалось, отвалилось. Глушитель глушить не может, криво опускает. В планах, конечно, вы видите, что головка в масле, прокладки все надо менять. А если менять прокладки, почему бы сразу и не перебрать головку? Почему бы не посмотреть, в каком состоянии поршень? В принципе, мы смотрели через эндоскоп. Все нормально. Но я думаю, что мы головку снимем, хотя бы ей перетряхнем ее, сделаем ей капиталку. И в планах потом поставить компрессор на нее. Компрессор поставить, где-то, чтобы он здесь был. И сверху карбюратор на компрессор. Если мы будем переносить все-таки мотор назад, естественно, там будет места больше, поэтому мы можем там и развернуться. Так, пока все. Сейчас мы будем ждать немножко, когда растает, чтобы можно было ту халабуду выгнать и, естественно, на ней выехать. Потому что выехать тут невозможно пока никак. В принципе, машину уже подготовили. А может, габариты даже горят у нас? Да, у нас даже габариты работают. Габариты. Но спереди все работает. Сзади все работает. Ага. Машина когда-то там. Выруби габариты. Вот. Работает она, как вы слышите. В принципе, прекрасно. Если мы закроем капот, мотора практически не будет. Все слышно. Ждем, когда включится вентилятор. Собственно, по Делариану у нас пока все. Мы все собрали, мы попробовали на ней подвигаться. Она ездит вперед-назад, но выехать отсюда нереально, потому что здесь сугробы, резина летняя. Ну и самая главная проблема, вот можно увидеть. Здесь стоит наш будущий броневик, который мы собираем уже очень долго. И проблема в том, что он отсюда не может выехать. С этими колесами он не помещается, через камеру он туда не проходит, через ворота. Поэтому либо снимать колеса и прогонять его, но это геморрой на лебедках, либо прогонять его вперед, Пес. либо прогонять его. Придурочная собака на самом деле. Не заводите хаски, она вас заебет. Пойдем. Значит, 66-й, получается, мы
Сирока прогоняем вперед, 66-й загоняем сюда, потом уже только выезжаем. Но придется ждать, пока не растает снег. Наверное, это будет только весной. Либо все это откапывать, но пока некогда и работы очень много. Рэй, отстань! Не заводите хаски, еще раз повторю. Он вас заебет. В принципе, все. А на этом я с вами прощаюсь. Впереди вас ждет еще много чего интересного. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите больше комментариев. Больше комментариев продвигает видео.